Я думала, ты сюда встанешь. На катай пропусти. А ты попадаешь в кадр? Ты посмотри, я. Нормально? Все прекрасно. Добрый день, друзья! Добрый день. Приветствуем вас на нашем канале Проэт Контра. За и против. Меня зовут Геннадий. Меня Лариса. Это наш первый осенний сюжет этого года из Испании, побережье Коста-Бланка. За нами пляж Платья де ля Кала де Финистрат. Это райское место принадлежит небольшому горному городку Финистрат, который расположен в 8 километров от этого места. Примерно в километре отсюда пляж Понента. Это уже Бенидорм. Странно, а почему пляж ля Кала принадлежит Финистрату? Почему, например, не Бенидорму, который явно ближе отсюда находится? История этого вопроса кроется глубоко в веках. Давным-давно, когда это побережье облюбовали пираты берберийские из Африки для своих набегов и грабежей, жители этого горного городка Финистрата активно участвовали в борьбе с пиратами за освобождение от пиратов этого побережья. И в награду испанская корона подарила им это чудное райское место. 267 метров береговой линии, эту бухту, которая называется Ля Кала, что означает с испанского бухта, и местечко рядом с этой бухтой и сейчас с этим пляжем. И что, с тех пор ля Кала принадлежит Финистрату? Ну, не совсем так. За эти годы это место принадлежало и Бенидорму, и даже Палопу, и ближайшей к нам Вилья-Хайосе, потом снова Финистрату. Владельцы этого места постоянно менялись. Но последние годы это место принадлежит действительно Финистрату. В старые времена эта бухта не имела такого широкого входа. Здесь могли проходить только небольшие рыбацкие лодочки друг за другом. Постепенно ее расширили, и теперь она выглядит именно так. И как же распорядился Финистрат этим райским местечком? Ну, сам Финистрат, мы с тобой были там не раз, это горное местечко. И застроено оно достаточно хаотично и бессистемно. Но это можно еще как-то объяснить горной местностью, особенностью горного места. Сама же ля Кала, как ты видишь, она совсем не горная, а вполне себе равнинная. Тем не менее, она застроена по образу и подобию Финистрата. Бессистемно и хаотично. Если вы внимательно посмотрите, то за нами типичная финистратовская застройка. Разнокалиберные, разновысотные, разноцветные, хаотично построенные здания. То, что может украсить горный городок, маленькие красивые домики, совсем не украшают вот эти разноцветные муравейники. Ну, задумка архитектора же была несколько иная, ну, изначально. Ну, изначально первый, видимо, архитектор, который планировал ля Калу, он сделал, на мой взгляд, все правильно. Он хотел построить этот городок по лучевому расположению, то есть лучи, отходящие веером от бухты в более высокую часть ля Калы. Но потом что-то пошло не так. То ли коррупция, то ли знаменитое испанское разгильдяйство и пофигизм. Ну, что получилось, то получилось. Смотрите сами. А что это за недостроенное здание за нами? Пятница, рабочий день, никого не видно, никто не работает.
А это главное украшение в кавычках пляжа Ля-Кала и местечка Ля-Кала. Это скелет недостроенного заброшенного отеля Атриум Бич. А что случилось? Почему прекратили строительство? 11 сентября 2003 года на этой стройке произошел трагический случай. В результате аварии сорвался грузовой строительный лифт с 20 этажа, в котором находилось трое рабочих. Двое смогли спрыгнуть на этаже, мимо которого пролетал этот лифт в свободном падении, что называется. Третий, молодой, 27-летний рабочий, к сожалению, не смог спрыгнуть и разбился. Стройку на этом остановили, и она стоит уже 20 лет. И что было дальше? Ну, как водится, приехала комиссия. Стали разбираться. Смотрят проект. По проекту отель значится 11-этажным. А лифт летел с 20 этажа. Парадокс. Начали интересоваться, почему не соответствует проект уже построенным этажам. Этот казус помогли разгадать члены городского совета. Они сказали, что с 2002 по 2003 год они выпустили 7 постановлений о прекращении этой стройки. Они уже тогда заметили, что 11 этаж давно уже построен, а стройка продолжается. Административными методами им не удалось остановить это строительство. Они обратились в арбитражный суд в Аликанте. И все эти 20 лет суды продолжаются. Сейчас это дело рассматривает уже аж Конституционный суд Испании. Ну, а ВОЗ и ныне там. Кто же этот упрямый и своенравный застройщик? В 1938 году, в самый разгар гражданской войны в Испании, в небольшом горном городке Алманса родился Франциско Гарсия Мартинес. Спустя какое-то время, после войны, в тяжелые времена, он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, где в том числе работал в торговом флоте. А в 1968 году вернулся в Бенидорм. Итак, Франциско Гарсия в 1968 году вернулся в Бенидорм. И что дальше? Буквально спустя 3 года, в 1971 году, он приобрел весь капитал отельной группы Коста-Бланка Hotels. Он оказался очень успешным и предприимчивым ательером. И в настоящее время принадлежащий ему Magic Коста-Бланка Групп принадлежит 12 отелей на побережье Коста-Бланки. Это, естественно, в Бенидорме, Альфас де Пи, Финистрат, Вилла Хайоса и Гандия. Оборот его компании за 2019 год составил 78 миллионов евро. Кроме этого, он оказался талантливым новатором отельного бизнеса. Он первый, кто внедрил на побережье в своих отелях программу «Все включено» и программу «Первый ребенок бесплатно». По его стопам пошел и его сын Хавьер Гарсия, тоже успешный предприниматель, занимающий сегодня пост генерального директора группы. И совсем недавно за его заслуги он был назначен главой
Мадридского института отельных технологий. Так что, именно эта семья решилась на строительство такого грандиозного отеля? Да, эти ребята замахнулись на мегапроект. Этот отель должен был вмещать 7 тысяч посетителей. Площадь застройки 50 тысяч квадратных метров. Общественная парковка на 1500 автомобилей. 20 тысяч квадратных метров спортивных сооружений и бассейнов. Торговый пассаж. 16 на минуточку ресторанов. Проект просто грандиоза. Но что-то пошло не так? Да, мне не удалось выяснить, по какой причине городской совет не согласовал увеличение этажности. Я не знаю, почему сам проект был первоначально рассчитан на 11 этажей. Но в итоге я однозначно уверен, что от этого противостояния чиновников и ательеров потеряли все. Город не получил новые рабочие места, новые прибыли, развитие инфраструктуры и этой территории. Ательеры заморозили на 20 лет огромные средства и, соответственно, не получили развития и не получили прибыль, проиграли все. Но это Испания, детка. Для испанского чиновника что главное? Главное просидеть в своем кресле весь срок. Это первое. Потом избраться на следующий срок. При этом самое безопасное – это не принимать никаких решений и желательно ничего не делать, чтобы не ошибиться. И чтобы до пенсии просидеть в своем кресле. Ну а что, у нас в Чехии по-другому? Ну, наверное, ты права. В нашем родном городе, к сожалению, ситуация та же. А чем же занимались чиновники с осени прошлого года? Ну, если ты помнишь, когда мы здесь были в прошлом году, в октябре, перед нашим отъездом начался грандиозный проект. Чиновники решили поменять плитку на вот этой вот набережной. То есть плитка была первоначально гранитная, вот такая симпатичная. Ее поменяли на вот эту вот бетонную, разноцветную. Ну, как вы сами видите, замена явно неадекватная. На мой взгляд, стало хуже, а не лучше. Но это вот типичные птенцы гнезда Собянина. Им есть у кого учиться. Одним словом, все как у учителя. Деньги освоены, рисков никаких. И это все проекты? Нет, это не все. Как ты понимаешь, гранитная плиточка кому-то оказалась впору и лежит где-нибудь на даче. Следующий грандиозный проект, который задумала администрация Финистрата, это замена туалета. Я как подозреваю, что нержавейка, из которой был полностью сделан предыдущий туалет, тоже кому-то приглянулась. И решили построить другой. За год они справились с этой задачей. Туалет, как вы видите, за нами. Нержавейки там уже минимум, но она есть. Но самое главное, что этот туалет не работает. Он закрыт на висячий позорный замок. И отличить, чем он отличается от предыдущего? Можно, меньше нержавейки. Главное вопрос, а каким же туалетом пользуются отдыхающие? Может быть, на набережной есть еще одни какие-то туалеты? Ты знаешь ответ, что других туалетов здесь нет. Единственный туалет, который все используют, это море. Ну, понимаете, голубой флаг, он обязывает. Хотя, наверное, цвет флага после закрытия туалета, скорее всего, изменился. Мы здесь его не нашли. Какой-то вот беленький висит, голубого не наблюдается. Ну, а если уж прихватит по-серьезному, мы вам покажем наш лайфхак.
Ну и как ты оцениваешь работу чиновников за этот год? Ну, я считаю, что чиновникам можно поставить зачет. Отработали на славу. Скелет отеля стоит. Плитку переложила. Туалет построили, закрыли. А еще 20 числа снимут буйки, уберут спасателя. Все для нас, для отдыхающих. Ну, думаю, на сегодня достаточно. Смотрите наш канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, ругайте, хвалите. Мы будем знать, что не зря снимаем эти видео. До свидания, друзья. До новых встреч в Испании на побережье Коста-Бланка. Пока.